Что случается, когда 12-летний мальчик подбирает умирающего орла посреди зимнего поля и выхаживает его несколько месяцев? Эта птица потом прилетала к нему сама, без клетки и без цепи, на протяжении 13 лет. Но самое невероятное не в этом, а в том, что она сделала в день его гибели. Февраль 2008-го. Алтайский край, деревня Усть-Кан. 12-летний Митя Корнеев шел через заснеженное поле к реке с санками. Обычный маршрут после школы. В 100 метрах от берега он увидел темное пятно на снегу. Сначала решил, что брошенная куртка или мешок. Подошел ближе и остановился. Это был беркут. Крупный самец с размахом крыльев около 2 метров. Птица лежала на боку, одно крыло вытянуто неестественно, грудь двигалась редкими судорожными толчками. Вокруг примятый снег и несколько капель замерзшей крови. Никаких следов охотников или капканов рядом не было. Позже ветеринар определит. Орел врезался в линию электропередачи, получил удар током и пролежал на морозе не меньше суток. Митя стянул шарф, обмотал птице голову, чтобы та не могла клевать, и положил ее на санки поверх куртки. Беркут не сопротивлялся, просто не мог. Мальчик тащил санки 3 километра до дома, не останавливаясь. Мать Мити, Светлана Корнеева, рассказывала потом журналистам, когда сын занес птицу в дом, она решила, что та уже мертва. Орел не двигался, веки были полуприкрыты, когти разжаты. Температура тела у беркутов в норме 41 градус. У этого, по ощущению, не было вообще никакого тепла. Митя положил птицу в деревянный ящик из-под картошки, выстланный старыми одеялами, поставил ящик у печки. Достал из холодильника кусок говядины, порезал на мелкие полоски и положил рядом с головой орла. Тот не реагировал. Отец семьи, Геннадий Корнеев, работал егерем в местном охотхозяйстве. Вернувшись вечером, он осмотрел птицу и сказал прямо: не выживет. Крыло повреждено, переохлаждение критическое, еще и удар тока, внутренние ожоги неизбежны. Предложил усыпить, чтобы не мучилась. Митя отказался. Ночью мальчик не спал. Каждые 2 часа вставал, проверял дыхание птицы, менял грелку, обычную резиновую, завернутую в тряпку, чтобы не обжечь. К утру орел впервые моргнул. К следующему вечеру приподнял голову на несколько секунд и тут же опустил обратно. На 3-й день Митя позвонил в районный ветеринарный пункт в Горно-Алтайске. Ветеринар Андрей Васильевич Семин приехал через день, специально, потому что беркут в Красной книге и случай нестандартный. Осмотр показал: перелом малой кости крыла, ожог слизистой пищевода, сильное обезвоживание. Семин сделал инъекцию физраствора, обработал поврежденное крыло, наложил фиксирующую повязку и оставил таблетки, антибиотик, измельченный в порошок, который нужно было подмешивать в мясо. Прогноз остался осторожным. Даже если выживет, летать, скорее всего, не сможет. Поврежденное крыло при таком переломе срастается с ограниченной подвижностью. Митя выслушал, кивнул и спросил только одно: сколько живут беркуты в неволе? Семин ответил: до 30 лет. Первые 2 недели Митя спал на полу рядом с ящиком. Мать постелила ему матрас у печки, и мальчик просыпался от любого шороха, проверял, дышит ли птица. Беркут лежал неподвижно большую часть суток, и только по едва заметному движению грудных перьев можно было понять, что он еще жив. На 5-й день орел впервые взял мясо. Митя держал полоску говядины пинцетом. Отец предупредил, что даже ослабленный беркут способен сломать палец одним сжатием когтей. Птица потянулась к куску медленно, почти без сил, но взяла и проглотила. Митя записал это в тетрадь с датой и временем 17 февраля, 18 часов 40 минут. Он вел записи каждый день. Сколько граммов мяса съела птица, как долго держала голову поднятой, реагировала ли на звуки. К концу 2-й недели орел начал следить за Митей глазами. Не агрессивно, просто поворачивал голову, когда тот входил в комнату. Беркуты имеют остроту зрения в 8 раз выше человеческой. Эта птица видела мальчика во всех деталях с первого дня, просто не имела сил реагировать. Кормление превратилось в ежедневный ритуал с точным расписанием. Утром в 7 – 100 граммов сырой говядины. После школы в 4 – еще 100 граммов, иногда с кусочком печени. Вечером в 9 – мясо с растворенным антибиотиком. Ветеринар Семин объяснил: беркуту нельзя давать вареное, нельзя давать рыбу в первой неделе, нельзя кормить насильно, только предлагать. Митя соблюдал все точно. На 17-й день птица встала на ноги впервые.
Простояла секунд 20, покачнулась и легла обратно. Митя в этот момент сидел за уроками в 2 метрах от ящика и увидел это боковым зрением. Он не подошел, не потревожил, просто продолжал писать, хотя рука у него дрожала. Геннадий Корнеев к тому времени сменил свое мнение. Он принес из охотхозяйства толстую кожаную перчатку до локтя. Такие используют беркутчи, традиционные охотники с орлами, которых в Алтайском крае еще осталось несколько человек. Сказал сыну, когда птица окрепнет достаточно, нужно приучить ее сидеть на руке, иначе она будет бояться человека, и лечение станет невозможным. Митя начал надевать перчатку каждый раз, когда подходил к ящику, даже когда орел еще не мог на нее запрыгнуть. На 23-й день беркут запрыгнул на перчатку сам. Митя стоял неподвижно минут 5, боясь пошевелиться. Птица сидела на его руке, сжимала кожу когтями и смотрела прямо в лицо. Геннадий, стоявший в дверях, потом говорил, что в этот момент у него было ощущение, что он наблюдает за чем-то, чего не должен видеть. Школьные оценки у Мити за февраль просели по всем предметам. Учительница истории Валентина Ивановна Рябова позвонила Светлане и сказала, что мальчик засыпает на уроках. Светлана объяснила ситуацию. Рябова попросила Митю написать сочинение о том, что происходит. Он принес 3 страницы мелким почерком, только факты, никаких красивостей. Вес птицы, температура в комнате, количество съеденного мяса по дням, описание повязки на крыле. Рябова поставила 5 и оставила тетрадь себе. Через месяц после находки Геннадий отвез сына в соседний район, в аул Кош-Агач, к старому беркутчи по имени Кайрат Мамытбеков. Тому было за 70, он держал орлов всю жизнь и был единственным человеком в радиусе 200 километров, который понимал в этих птицах больше любого ветеринара. Мамытбеков осмотрел беркута молча минут 10, потом спросил Митю, как тот кормит птицу. Мальчик ответил по своим записям: дозы, время, состав. Старик кивнул и сказал одну фразу: «Птица уже выбрала тебя, остальное неважно». Митя не понял, что это значит. Мамытбеков объяснил конкретно. Беркут, который добровольно садится на руку человека в период болезни, фиксирует его как часть своей территории. Это не дрессировка и не привязанность в человеческом смысле. Это инстинктивная метка. Орел будет возвращаться к этому человеку, пока жив. Мамытбеков также осмотрел крыло и не согласился с прогнозом ветеринара. Перелом малой кости при правильной фиксации дает шанс на полное восстановление. Он видел такое дважды за свою жизнь. Снял заводскую повязку, наложил свою из 2 тонких деревянных пластин и кожаных ремешков, плотно, но без передавливания сосудов. Объяснил Митя, как менять повязку раз в 10 дней. В марте Митя впервые вывел птицу на улицу. Орел сидел на перчатке и смотрел на снег, на деревья, на небо. Не рвался, не бил крыльями, просто смотрел. Здоровое крыло он держал плотно, поврежденное чуть отведено в сторону. Митя простоял так на крыльце 20 минут, пока птица не начала беспокоиться от холода. К середине марта беркут начал реагировать на голос. Митя заходил в комнату и говорил вслух. Неважно что, просто говорил. Птица поворачивала голову и издавала короткий низкий звук. Не крик, а что-то похожее на подтверждение. Геннадий сказал, что беркуты так не делают с чужими. Вообще никогда. В конце марта сняли повязку. Ветеринар Семин приехал снова, осмотрел крыло, согнул его осторожно в нескольких точках. Кость срослась. Не идеально, небольшое утолщение в месте перелома осталось, но подвижность сохранилась почти полностью. Семин сказал, что это редкость, и спросил, кто менял повязку. Митя описал технику Мамытбекова. Семин записал в блокнот. Первый пробный взмах птица сделала в начале апреля прямо в комнате. Неожиданно для всех, просто расправила оба крыла и несколько раз ударила воздух. Задела лампочку под потолком, так очнулась. Митя стоял в дверях и не двигался. Орел сложил крылья, посмотрел на него и снова издал тот короткий низкий звук. Геннадий начал строить вольер в огороде, большой 3 на 4 метра, с жердями для сидения на разной высоте. Говорил, что птице нужно пространство для разработки крыла. Митя помогал по вечерам, после уроков. Они закончили за 2 недели. Когда перенесли беркута в вольер, тот первые 2 часа сидел неподвижно на нижней жерди. Потом перепрыгнул на среднюю. К вечеру добрался до верхней и сидел там, глядя поверх забора в сторону поля, где Митя нашел его 2 месяца назад. Митя стоял рядом с вольером и смотрел на птицу. Орел не смотрел на него, смотрел на горизонт.
Это был первый раз, когда мальчик подумал о том, что птица когда-нибудь улетит. Первый полет случился в мае, без предупреждения. Митя открыл дверцу вольера, чтобы положить мясо на нижнюю жерть, и орел просто вышел мимо него, шагнул на край доски, расправил крылья и поднялся. Не резко, не испуганно, плавно, как будто делал это каждый день. Набрал высоту метров 30, сделал широкий круг над деревней и улетел в сторону реки. Митя стоял у открытого вольера и смотрел, пока птица не пропала за линией деревьев. Геннадий вышел из дома, увидел пустой вольер и сына с опущенными руками. Ничего не сказал. Просто встал рядом. Орел вернулся через 4 часа. Прилетел со стороны поля, снизился над огородом и сел прямо на столб вольера. Не внутрь, а снаружи, на самый верх. Митя вышел с перчаткой. Птица слетела со столба и села на руку. После этого дня установился странный порядок. Каждое утро Митя открывал вольер. Орел улетал, иногда на час, иногда на полдня. Возвращался всегда сам. Никогда не улетал больше, чем на сутки. Геннадий показал сыну записи из книг по соколиной охоте. Такое поведение описано у обученных ловчих птиц, которых годами приучают к возврату. У дикого беркута без специальной дрессировки подобное не фиксировалось ни в одном источнике, который удалось найти. Летом орел начал приносить добычу. Первый раз суслика, положил у ног Мити прямо во дворе. Потом небольшого зайца. Геннадий объяснил, это территориальное поведение, птица маркирует пространство вокруг человека как свое. Мамыт Беков, которому позвонили с описанием, сказал другое. Орел кормит того, кого считает своим птенцом. Именно так взрослые беркуты ведут себя с молодняком в гнезде. В августе 2008-го орнитолог из Новосибирского университета Татьяна Борисовна Ильина приехала в Усть-Кан специально ради этого случая. Провела в деревне 5 дней. Наблюдала за птицей с расстояния, фотографировала, записывала поведение. На 3-й день попросила Митю выйти во двор без перчатки и позвать орла голосом. Мальчик вышел, сказал «иди сюда». Орел, сидевший на столбе в 20 метрах, слетел и сел ему на плечо. Без перчатки. Когти сжались ровно настолько, чтобы удержаться, не травмируя. Ильина сфотографировала это и потом говорила коллегам, что снимок выглядит постановочным, но она стояла в 3 метрах и видела все сама. Она взяла у птицы несколько перьев для анализа, осмотрела крыло, утолщение в месте перелома подтвердилось, но на лед не влияло. Определила возраст по состоянию оперения. Орлу было около 6 лет на момент находки. Записала в полевой дневник: самец, взрослая особь, дикая птица без следов предыдущего контакта с человеком. Поведение не поддается стандартной классификации. Осенью Митя пошел в 7 класс. Орел каждое утро провожал его до конца огорода, слетал с вольера и шел рядом по земле, пока мальчик не выходил за калитку. Несколько одноклассников видели это и рассказали в школе. Учительница биологии попросила Митю выступить на классном часе. Он принес тетрадь с записями и говорил 20 минут, только цифры и наблюдения, без единого слова о чувствах. Класс слушал в полной тишине. К зиме стало ясно, что орел не улетит на юг. Беркуты в принципе не мигрируют, они оседлые птицы. Но эта особь сократила радиус своих полетов до нескольких километров вокруг деревни. Геннадий проверил это случайно, поехал на машине в соседнее село за 8 километров, взял Митю с собой. Орел появился над машиной через 20 минут после выезда. Летел следом на высоте около 100 метров. Геннадий остановил машину. Птица сделала круг и полетела обратно в деревню. Митя назвал орла тайгой. Не сразу, только в ноябре. До этого просто говорил «птица» или «он». Мамыт Беков, узнав про имя, одобрил. Сказал, значит, мальчик принял, что птица останется. В июне 2021-го Митя Корнеев уехал из Усть-Кана. Ему было 25 лет, он получил место в аспирантуре Томского университета на кафедре зоологии. Тема диссертации напрямую связана с поведением хищных птиц. Случайностью это не было. Тайга к тому времени прожил рядом с ним 13 лет. Орел постарел заметно, оперение на голове стало светлее, реакции замедлились, полеты укоротились. Но каждое утро он по-прежнему слетал с вольера, когда Митя выходил во двор. За неделю до отъезда Митя привез Мамыт Бекова. Старику было уже за 80, он плохо ходил, но приехал. Осмотрел тайгу, потрогал крыло, посмотрел в глаза птицы долго и молча. Потом сказал Мите:
«Оставь вольер открытым, когда уедешь. Не закрывай». Митя спросил, почему. Мамытбеков ответил: «Закрытая клетка убивает раньше тоски». В день отъезда Митя вышел во двор в 5 утра. Тайга сидел на верхней жерди вольера. Митя надел перчатку, подошел, и орел привычно перешел на руку. Они простояли так около 10 минут. Потом Митя опустил руку, птица вернулась на жерть. Он снял перчатку, положил ее на землю у вольера и ушел в дом собирать последние вещи. Светлана взяла на себя кормление. Она делала это и раньше, когда Митя болел или уезжал на соревнования. Тайга принимал еду от нее спокойно, без агрессии, но на руку не садился никогда. Только наблюдал. Первые 3 месяца в Томске Митя звонил домой каждые 2 дня и спрашивал про птицу первым делом. Светлана докладывала: «Ел столько-то, летал туда-то, вернулся во столько». Орел продолжал улетать по утрам и возвращаться к вечеру. Радиус полетов, по словам соседей, не изменился. В сентябре 2021-го Митя приехал домой на 2 недели. Вышел во двор с порога, Тайга сидел на столбе, как будто никуда не улетал хозяин. Слетел на перчатку сразу, без паузы. Геннадий стоял в стороне и потом сказал сыну, что птица в эти 2 недели летала заметно дальше обычного и возвращалась позже, как будто искала что-то. После приезда Мити снова перешла на прежний режим. Орнитолог Ильина, с которой Митя поддерживал контакт все эти годы, предложила установить на Тайгу легкий трекер для отслеживания маршрутов. Митя согласился. Данные за 3 месяца показали, орел регулярно облетал маршрут от дома до автобусной остановки на краю деревни, той самой, откуда Митя уехал в Томск. Ильина написала об этом в статье, опубликованной в журнале по орнитологии. Рецензенты попросили перепроверить данные трекера. Данные подтвердились. Зимой 2022-го Тайге было около 20 лет. Для дикого беркута это уже солидный возраст, для птицы в условиях постоянного кормления и без охотничьего стресса еще не предел. Но Светлана замечала: орел стал меньше есть, больше сидеть неподвижно, реже подниматься на верхнюю жерть. Она сообщала об этом Мите без лишних слов, только факты. Митя слушал и молчал. В феврале 2022-го, ровно 14 лет после того дня в поле, Митя взял билет домой на ближайшие выходные. Не потому что мать попросила, просто взял. Митя приехал в пятницу вечером. Тайга сидел на верхней жерди впервые за несколько недель, по словам матери. Когда Митя подошел к вольеру, орел слетел вниз и сел на нижнюю жерть, у самой сетки. Не на перчатку, просто рядом. Митя присел на корточки напротив и смотрел на птицу. Тайга смотрел на него. Светлана потом говорила, что в ту пятницу орел съел мясо впервые за 4 дня. Субботу Митя провел дома. Несколько раз выходил во двор, сидел у вольера. Тайга держался рядом, на нижней жерди, иногда спускался на землю внутри вольера и стоял у сетки напротив Мити. Не просил еды, не проявлял беспокойства, просто стоял. В воскресенье утром Митя открыл вольер по привычке. Тайга вышел, сел на столб и расправил крылья. Медленно, как будто проверял, потом сложил, потом снова расправил. Митя стоял в 3 метрах и ждал. Орел посмотрел на него прямо несколько секунд и поднялся в воздух. Летел он не так, как раньше. Медленнее, ниже первые 100 метров. Потом поймал восходящий поток над полем и начал набирать высоту. Широкими кругами, все выше. Митя смотрел, пока птица не стала точкой. Потом точка пропала. Орел не вернулся к вечеру. Митя ждал до темноты, сидел на крыльце. Геннадий вышел в 9 вечера, постоял рядом, ничего не сказал и ушел обратно в дом. Светлана принесла чай, поставила рядом и тоже ушла. Утром в понедельник вольер был пустой. Митя проверил трекер. Сигнал шел с расстояния около 40 километров из района Горного хребта к северо-востоку от Усть-Кана. Птица не двигалась, координаты не менялись несколько часов. Митя взял отцовский внедорожник и поехал. Геннадий сел рядом без разговоров. Они добрались до точки за 1,5 часа. Последние километры пешком по снегу. В гору. Тайга лежал на скальном выступе над обрывом. Крылья были сложены ровно, глаза закрыты. Он был еще теплый, когда Митя его нашел. Геннадий осмотрел птицу. Никаких следов нападения, никаких травм. Просто остановилось сердце. Беркуты иногда делают так. Уходят умирать в высокие места, подальше от жилья. Никто точно не знает почему. Орнитологи фиксируют такое поведение, но объяснить механизм не могут. Место, которое выбрал Тайга, находилось в прямой видимости от деревни. В ясную погоду оттуда был виден дом Корнеевых, маленький, белый, с синей крышей.
Митя стоял на выступе и смотрел вниз. Геннадий стоял рядом. Они завернули птицу в куртку и спустили вниз. Митя вез тайгу на коленях всю дорогу обратно. Ильина, которой Митя позвонил в тот же день, попросила разрешения на научное исследование останков. Митя отказал, сказал, что похоронит птицу во дворе, у вольера. Ильина не настаивала. Геннадий сколотил небольшой ящик из досок. Митя положил внутрь кожаную перчатку, ту самую, первую, которую отец принес из охотхозяйства 14 лет назад. Они закопали ящик у восточной стены вольера, там, где тайга любил сидеть по утрам. Митя пробыл дома еще 3 дня. Вольер не разобрали. Через 3 недели после гибели тайги Митя вернулся в Томск. Разобрал вещи, вышел на кафедру, продолжил работу над диссертацией. Ильина прислала короткое письмо с соболезнованиями и ссылкой на свою статью. В конце была отдельная страница, посвященная тайге, с фотографией того самого дня 2008 года. Орел на плече 12-летнего мальчика. В начале марта 2022 Светлана позвонила Мите в 7 утра. Она не начала с приветствия. Она сказала: «Во дворе сидит орел». Митя решил, что мать ошибается. Дикие птицы иногда садятся во двор, особенно зимой, когда голодно. Спросил: «На вольере?» Светлана сказала: «Нет, на крыльце, у двери», и смотрит в окно. Митя попросил сфотографировать. Фотография пришла через минуту. На крыльце сидел молодой беркут, по оперению не старше 2 лет, темно-бурый, без светлых отметин взрослой птицы. Он сидел точно на том месте, где тайга любил ждать Митю по утрам, когда тот задерживался с выходом. Светлана открыла дверь. Птица не улетела, отступила на полшага и осталась стоять. Митя взял билет на ближайший автобус и приехал домой на следующий день. Молодой беркут сидел на столбе вольера. Митя вышел во двор без перчатки. Перчатка лежала в земле вместе с тайгой. Птица смотрела на него сверху. Митя подошел к вольеру на 3 метра и остановился. Орел не улетел. Митя простоял так минут 5, потом медленно протянул руку, просто вытянул вперед, без перчатки, без мяса. Птица смотрела на руку, потом на лицо, потом снова на руку. Не слетела. Геннадий наблюдал из окна. Потом вышел, принес кусок сырого мяса и молча передал сыну. Митя положил мясо на раскрытую ладонь и снова вытянул руку. Орел смотрел еще около минуты. Потом слетел со столба и сел на руку. Когти сжались осторожно, ровно так же, как это делал тайга. Ильина, которой Митя отправил фотографии и описание, ответила в тот же день. Она написала, что молодой беркут в возрасте до 2 лет теоретически мог быть птенцом тайги. Беркуты становятся половозрелыми в 4-5 лет, но тайге на момент гибели было около 20. И в дикой природе самцы такого возраста иногда еще участвуют в размножении. Проверить это без генетического анализа невозможно. Митя на анализ не согласился. Вопрос о том, как молодая птица нашла этот двор, остался без ответа. Беркуты не живут стаями, птенцы не следуют за родителями после определенного возраста. Механизма передачи информации о конкретном месте между особями у этого вида не описано. Ильина в конце письма написала одну фразу: «Я не знаю, как это объяснить, и впервые за 20 лет работы предпочитаю не пытаться». Митя оставил птицу. Нашел в сарае старые ремни и сшил новую перчатку. Грубо, не так ровно, как заводская, но достаточно прочно. Молодой орел принял ее на 2-й день. Вольер не разбирали. Теперь он снова был нужен. Митя вернулся в Томск в апреле, оставив молодого орла на попечение матери. Схема повторилась с точностью до деталей. Ежедневное кормление, открытый вольер, птица улетает и возвращается. Светлана вела записи. Митя попросил ее об этом, дал чистую тетрадь и объяснил, что именно фиксировать. Она делала это аккуратно, без пропусков, тем же почерком, которым когда-то писала списки продуктов. Диссертацию Митя защитил в декабре 2022. Тема звучала официально: поведенческие паттерны беркута в условиях длительного контакта с человеком. В основу легли 13 лет наблюдений за тайгой. Дневники, записи, данные трекера, материалы Ильиной. Научный руководитель попросил убрать из финальной главы 1 абзац. Тот, где описывалось появление молодой птицы через 3 недели после гибели тайги. Сказал: «Это выглядит ненаучно». Митя абзац убрал из диссертации, но оставил в отдельном документе.
Ильина опубликовала собственную статью об этом случае в 2023 в Международном орнитологическом журнале. Она включила эпизод с молодым беркутом, описав его как необъясненный поведенческий феномен, требующий дальнейшего изучения. Статья получила больше откликов, чем любая ее предыдущая работа. Несколько исследователей написали, что хотят приехать в Усть-Кан. Митя ответил всем одинаково: «Приезжайте, но птицу не трогать». Мамытбеков умер в 2023 в возрасте 84 лет. За месяц до смерти Митя навестил его. Старик спросил про нового орла. Митя рассказал. Мамытбеков выслушал и сказал: «Птица вернулась, потому что долг не закрыт». Митя спросил, что это значит. Мамытбеков ответил: «Ты спас одну жизнь, жизнь возвращается к тебе снова». Это не мистика, это закон, который люди разучились видеть. Молодой беркут живет во дворе дома в Усть-Кане по сей день. Митя приезжает каждые 2 месяца. Птица узнает его каждый раз, слетает с вольера, когда он выходит из машины, еще до того, как тот успевает надеть перчатку. Светлана говорит, что орел начинает беспокоиться примерно за час до приезда сына, слетает на нижнюю жерть и смотрит в сторону дороги. Вот такая необычная связь между человеком и птицей, не находите? Если вам интересно узнать больше подобных историй и погрузиться в мир удивительных открытий, загляните на наш сайт whiteori.com по ссылке в описании. Там еще много всего интересного. Она засекала это несколько раз. Разброс не больше 15 минут. Генетический анализ так и не был сделан. Митя по-прежнему отказывается. Он говорит, что результат ничего не изменит в том, что он видит каждый день своими глазами. В феврале 2024-го исполнилось 16 лет с того дня, когда 12-летний мальчик тащил санки через заснеженное поле с умирающей птицей на борту. На столбе вольера сидит другой орел, перчатка сшита вручную. Тетрадь с записями уже 3-я по счету. Вопрос, с которого началась эта история, звучал так: что сделала птица после того, как мальчик ее выходил? Ответ простой. Она прожила рядом с ним 13 лет, ушла умирать так, чтобы он мог найти ее и проститься, и прислала следующую птицу раньше, чем он успел уехать домой. Орнитология не дает этому объяснения. Мамытбеков давал. Митя Корнеев не выбирает между 2 версиями. Он просто каждый раз надевает перчатку и выходит во двор.